Всем привет! Сегодня я покажу, как нам наконец удалось получить керамические изделия методами, применяемыми, видимо, еще на заре цивилизации. Шли мы к этому очень долгим методом проб и ошибок. И пока вы будете смотреть на процесс создания печи для обжига и последующий затем процесс обжига, я буду разбавлять показ рассказом о вопросе, который мучил меня все это время. С каким же материалом мы все же работаем? Причиной этого вопроса являются неудачные эксперименты, которые мы проводили с этим глинистым материалом. При первых обжигах у нас получались керамические изделия от светло-серого до бурого цвета с черными угольными окрасками. Также у нас не получалось очистить наш глинистый материал по инструкциям, распространенных для глины. И, например, разбавление водой и получение взвеси, при осаждении этой взвеси она разделялась не так, как это показано во многих видеоинструкциях. Поэтому сперва мы считали наш материал глиной, затем подзолом, затем глеем, затем снова глиной. И к какому выводу мы наконец пришли, вы узнаете в процессе просмотра этого видео. Ну а теперь все по порядку. Задачу, которую сегодня мы попытаемся решить, это обжечь несколько изделий из глины, которые мы неделю назад вылепили и сушили. И изначально мы хотели обжигать в саманной печи, видео о котором смотрите по ссылке. Но поразмыслив немного, стало ясно, что достаточной температуры для обжига вряд ли мы добьемся. Она больше подходит для приготовления еды. Размеров не хватает. Здесь все-таки размер имеет значение, кроме формы. Поэтому мы пойдем по другому пути. Мы собираемся приготовить другую печь. Она у нас будет заглубленная в землю, иметь такую не совсем простую конструкцию, немного сложнее, чем обжиг в яме. В открытых источниках, например, в Википедии, мы можем прочитать, что глину составляют главным образом такие минералы, как каолинит, монтмориллонит и другие минералы, относящиеся к группе алюмосиликатов. Минералы алюмосиликатов имеют кристаллическую решетку, основой которых является кремний, а часть узлов заменено алюминием и в меньшей степени калием и магнием. Разный химический состав, структура решетки, гидратированность создает разнообразие минералов, таких как, например, каолинит, монтмориллонит, иллит, галуазит, биомид и так далее. Смешали глину с землей, получили раствор. Этим раствором мы обмазываем стенки. Высота стенок печи сейчас около сантиметров 40. Сделали первый колосник. Служит для поддувала, то есть нижний, где-то 10 сантиметров высота поддувала. Там будет, через него будет заходить воздух и поддерживать горение. И также колосник будет удерживать все горящие дрова. Сейчас на поверхности будет устанавливаться второй колосник. Также что сделали? Промазали стенки раствором глины вместе с землей перемешанной до состояния раствора, чтобы сильно не осыпалось. Особенно это было обязательно, но решили сделать. Сейчас будем ставить колосник и затем выстраивать стеночки. Видно колосник, на который будут
устанавливаются все наши глиняные изделия, горшки, чашки, кружки. Так, ну вот так вот выглядит сейчас наша печь. Мы делаем первый пробный прожог. Полости для обжига нам более чем достаточно. Одной из черт этих минералов является слоистость, поэтому они часто принимают пластинчатые и чешуйчатые виды. Эти минералы, в свою очередь, сформировались в результате выветривания из полевых шпатов, составляющих основу гранитов, которые являются магматической породой. Из этих сведений очевидно, что состав глин – это алюмосиликаты. Другой составляющей гранитов являются слюды, которые есть еще одна группа слоистых минералов, делящихся на алюминиевые, литиевые и магнезиально-железистые. Результатом выветривания железистых слюд является геотит, который, к слову, при скоплении является основой формирования лимонитов, так называемых болотных железных руд. Отсюда следует полагать, что железо присутствует в разном количественном составе повсеместно. Так, ну сейчас полная загрузка дров. По плану сейчас это все прогорает, после чего мы закладываем наши изделия и уже начинаем топить по полной. Посмотрим, не развалится ли конструкция. Еще и дождь идет. Вот, добавили проверенный способ для увеличения тяги, такой временный. Видно, что пламя сейчас вырывается сквозь колосники, полностью достигает поверхности свода и даже вырывается уже на какой-то уровень трубы, где-то почти до половины вот отсюда. Вот отсюда видно хорошо. Так что наша печь пережила первую топку и довольно-таки сильный дождь. Отваливались некоторые части колосников. Вот. Но в целом еще стоит. Здесь вот видно, вот подотваливается. Железо в почвах в основном представлено силикатными и несиликатными формами. Силикатное железо входит в состав кристаллической решетки первичных и вторичных минералов. В результате дальнейшего выветривания, главным образом биотического и атмосферного воздействия, железо выводится из этих минералов. В свободной и несиликатной форме железо в почве присутствует в виде полуторных окислов, ионов в почвенном растворе, в аморфных формах, в окристаллизованном состоянии и в виде железа органических соединений. Полуторные окислы и гидратное железо задают цвет почвам от желтого, ржаво-желтого до красного цвета, покрывая тонкой железистой пленкой поверхность кварцевых песчинок, а также объединяются в различные агрегаты типа кутан и тому подобное. В целом в составе почвы валовое железо составляет от 1 до 7%. Вот, улитка ползала. Туда-сюда блестящие эти нитки такие. Покажи на это камеру. Еще. Видно блестящие следы. Это предположительно улитка ползала. Туда-сюда. Лес, где мы копали нашу, пока в кавычках, глину, заболоченный, с моховым покрытием, расположен в Приладожской низменной равнине, которая входит в Приладожский низменный геоморфологический подрайон, который представляет собой террасы низкого уровня, сложенные сильно перемытыми, бедными грубо сортированными древнеладожскими песками, под которыми залегают синие кембрийские глины и моренные суглинки.
Под древнеладожскими песками обнаруживаются иногда погребенные почвы и торфы. Сформировано все это счастье в полосе склона Балтийского щита, основание его на значительной глубине и представлено кристаллическими сланцами и гранитами, перекрытыми мощной осадочной толщей. Толща состоит из ледниковых и послеледниковых слоев, из суглинков, слоистых песков и моренных глин. Они являются в этой местности почвообразующей породой. Конкретно в нашем лесу сформировались болотные торфяно-глеевые почвы, которым характерно наличие торфяного горизонта от 30 до 50 см и подстилающим его плотным оглиненным минеральным глеевым горизонтом. Готово. Следующим этапом сделаем розжиг, закладку и все, и будем топить несколько часов. Пошли на кухню. Ну все, наши глиняные изделия все стоят в печи. Печь растоплена, и сейчас остается только топить. Будем это выполнять в течение нескольких последующих часов. В качестве ориентира будет покраснение глиняных изделий. Надеюсь, мы этого добьемся. Текущая обстановка. Наша печь активно проседает. Уже разрушены верхние колосники частично. У нас за счет разрушения срединной части колосников, да, отсюда видно, не видно, может быть плохо, обрушились наши горшки прямо в костер. Вот. Но с другой стороны, они сейчас на углях находятся. Также сверху мы решили подкинуть дров прямо в основную камеру. Так что нам остается очень аккуратно подкладывать дрова там, где это еще возможно. Вот мы уже вот таким образом их кладем, что уже внутрь запихнуть не получается, хотя бы потому, что там обваленные горшки наши, и мы боимся их повредить. Вот состояние нашей печи сейчас такое. Она уже, ее повело, заваливается в нескольких плоскостях. Ну, держится. Глеевый горизонт, собственно, и представляет мой повышенный интерес. Именно с него мы и вылепливали наши изделия. Он выделяется на общем фоне среза почвы своей сизоватой или голубоватой окраской. Как оказалось, голубая окраска обусловлена накоплением в этом горизонте закисных соединений железа. Глей – это народный термин, издавна обозначал сизый грунт со дна болот и озер. В научной среде понятие оглиения обозначает восстановительные процессы, для которых характерно двухвалентное железо. Оглиение возникает там, где разложение растительных остатков идет без доступа свободного кислорода, то есть в анаэробной среде. При этом микроорганизмы отнимают кислород у минеральных соединений и с его помощью окисляют органические остатки. При этом железо восстанавливается и переходит в подвижное соединение оксида железа, приводя в условиях застоя влаги к формированию глеевого горизонта. Причинами этого является повышенное атмосферное увлажнение при наличии водоупора, либо близкое залегание грунтовых вод. Собственно, голубоватый и сизый цвет почве придает оксид двухвалентного железа.
На воздухе глей со временем меняет цвет на бурый. Практически мы это тоже наблюдали. Перед тем, как лепить свои гончарные изделия, мы хорошенько помяли глей, слепили небольшие шарики и оставили на пару недель в пакете. Несколько шариков, которые больше всех контактировали с воздухом, стали приобретать бурый оттенок. Брала цвет такой, цвет керамики. Ну, понятно, что она не вымешанная, просто была взята как есть из земли и намазана на красненький. Вполне можно разбить на песочек такой, использовать как шамот для создания уже огнеупорного какого-то кирпича. Так, а у нас наконец прогорела и провалилась последняя палка. Так, ровно 5 часов у нас идет обжиг. И сейчас уже печь в полностью разваленном состоянии. Однако жар оттуда еще очень крепок. И сейчас она будет медленно догорать, остывать. Оставляем ее уже так, как есть. Жерло нашего вулкана уже практически остыло. И здесь небольшое только тепло поднимается из отверстия. В настоящий момент уже прошло 6 часов. И последнее, что мне требовалось найти для понимания, это состав глея. И вот его-то мне, к сожалению, найти не удалось для нашей почвы. Я обнаружил частичные данные о торфяно-глеевой почве, о глеевых горизонтах других типов почв в других районах Ленинградской области. И есть данные торфяно-глеевой почвы Сибири в едином реестре почвенных ресурсов России. Если брать их данные за ориентир, то глеевый горизонт содержит около 12-16% окисла алюминия, железа 4-7%, кремния 70-75% и от 40 до 85% так называемой физической глины. Так вот, сумму всех механических элементов почвы размером меньше 0,01 мм называют физической глиной, а больше 0,01 мм физическим песком. В классификации механических элементов Качинского это элементы от фракции средней пыли до ила и коллоидов. И классификация почвы по Качинскому проводится на основании относительного содержания физической глины с учетом доминирующей фракции и типа почвообразования. Липкостью, пластичностью и способностью набухать то, что считается основными полезными техническими свойствами глин, обладают фракцией мелкой пыли с частицами менее 0,005, а уже отчетливо коагулирующими, цементирующими свойствами обладает ил с частицами менее 0,01. Коагуляция – это просто объединение мелких разделенных частиц в крупные агрегаты. Классификация почвы по Качинскому проводится также на основании относительного содержания физической глины с учетом доминирующей фракции и типа почвообразования. Например, легкой глиной считается, когда физической глины в составе почвы позволистого типа почвообразования от 50 до 65%, тяжелой глиной при более 80%, а тяжелым суглинком от 40 до 50%. То есть практически материал, который мы мнем и держим в руках, определять глиной нужно не по химическому составу и соотношению определенных минералов, а по количеству пыли и коллоидов в сухом веществе почвы. Вот. Ну, в основном почти все изделия целы, за исключением единиц. Я нашел одну из современных статей с описанием торфяно-глеевой почвы Карельского перешейка, который находится севернее Приладожской низменности.
Глеевый горизонт там классифицировали тяжелым суглинком. А ближайший к нашей местности район с другим типом почвы, торфянисто-подзолисто-глеевой, имеет немного менее 45% физической глины. Так что ответ на долго мучивший меня вопрос, полагаю, найден. Мы имели дело с тяжелым суглинком или легкой глиной, сформированной в результате одного из процессов почвообразования – оглеения. Точнее, нужно уже делать самостоятельно лабораторное исследование почвы. Так или иначе, нам получилось сделать из него весьма крепкую саманную печь и в финале полноценно обжечь разнообразную глиняную посуду, игрушку и даже маску. Я в полном восторге от результата и от того поступательного движения, в процессе которого удалось его добиться. Начиная с праздного интереса, возникшего при прогулках в лесу, через разные практические эксперименты и даже теоретические исследования. В этом увлекательном пути ко мне присоединились другие люди с разным степенем участия. Так, действительным участием проявил себя мой товарищ по интересам Юрий Полетаев. А продвинуться дальше в затруднении дельными рекомендациями неожиданно помог известный блогер, керамист Илья Калашников. И всенепременно это зрители канала, растущее число которых не может не воодушевлять. А на этом все. Надеюсь, видео оказалось и интересным, и познавательным. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И напоследок, в качестве медийного эксперимента предлагаю вниманию подборку неудачных дублей. Все-таки это действительно подзол для ленинградских областей. Области Ленинградских. Значит, смешали глину с землей, получили... Видно, что... Не видно ни хрена. Ух ты. Сегодня я покажу, как нам наконец удалось получить гончарные изделия, причем гончарные, керамические, методами, применяемыми, видимо, еще на заре цивилизации. Шли мы к этому долгим методом проб и ошибок. И хочу сказать, что это видео завершает гончарный цикл, по крайней мере, как я этого считаю сейчас. Нет, зачем это вообще говорить?